Сказка «Приключения Честера». В одной семье жил-поживал маленький песик по имени Честер. Семья была небольшая. Папа, мама, девочка и он, Честер. Прежде ему всегда было хорошо в этом уютном доме, и жизнь его была веселой и беззаботной. Но в последнее время всем вдруг стало не до него. И папа, и мама, и девочка едва его замечали и с утра до вечера где-то пропадали. То в школе, то на работе, то в магазине. И Честеру стало ужасно грустно, потому что он решил, что его здесь никто не любит. Однажды хозяева вновь забыли вывести его утром погулять, а ему надо было сделать свои собачьи дела. И потом он так любил носиться по утрам на зеленой лужайке. «Хватит с меня», — сказал Честер. «Надоело с утра до вечера ждать, чтобы хоть кто-нибудь обратил на меня внимание. Пойду искать себе другую семью». Он очень любил этот дом и людей, которые в нем жили, но решение его было твердым. Долго шел Честер, куда глаза глядят. Так долго, что и дом, и родной город остались позади. Наконец вышел он на опушку леса и заслушался. Весело шумела чаща, весело щебетали птицы в кронах деревьев. «Как хорошо!» — обрадовался Честер. «Жизнь, кажется, налаживается. Видно, здесь и я найду себе приют». Но лесные птицы совсем ему не обрадовались. «Волк! Волк! Смотрите, в наш лес пришел волк!» — гомонили они у него над головой. «Этого нам только не хватало!» «Но я никакой не волк!» — сказал маленький Честер. «Я собака!» «Волк ты или собака, какая разница?» — верещали птицы. «И потом, нам и так тут тесно. Нет у нас места для тебя». Бедный Честер! Никак он этого не ожидал. Тяжело вздохнув, песик двинулся дальше. «Может, мне повезет в большом городе?» – подумал он. «Должно же в этих огромных домах найтись место и для меня, ведь я совсем маленький». Но сколько он не бродил по городу, сколько не обошел улиц и переулков, ни единая душа не захотела его приютить. Честер никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Раньше он об этом не задумывался, но в городе все было за деньги. И еда, и вода, и даже место для отдыха на лужайке. Куда Честер не смотрел, всюду видел ценники. У него же денег не было совсем, а значит, здесь он тоже не мог остаться. И в ту минуту, когда он так решил, к нему вдруг наклонилась элегантная дама и участливо спросила: «Что с тобой случилось, бедняжка? У тебя такой несчастный вид?» И Честер ей все рассказал. Дама не раздумывала ни секунды. «Если хочешь, можешь жить у меня. Моя маленькая собачка недавно умерла, и мне без нее очень одиноко». Так Честер оказался в самом большом и роскошном доме из всех, какие он когда-либо видел. Что это была за жизнь? Честер спал на шелковых подушках. Его обряжали в дорогие ошейники. Слуги с утра до вечера подчивали его всякими лакомствами и расчесывали его шерстку специальной щеткой. Но Честер был собакой, а не игрушкой. Однажды, проснувшись, он подумал: «Я хочу бегать по улице, копать ямки и лаять на птиц. Я хочу, чтобы ветер свистел у меня в ушах, и чтобы было слышно, как мои коготки стучат по асфальту». И как только он так подумал, он схватил свои вещи и бросился прочь. На улице было холодно, и шел дождь. Честер продрог до костей и даже начал поскуливать.
Ну почему? Почему мне так трудно найти себе дом? Честер вспомнил, когда он был крошечным, неуклюжим щеночком, в такой же холодный дождливый день его подобрали на улице папа и девочка и принесли домой. А мама тут же напоила теплым молоком. Но что это? Честер навострил уши. Ему показалось, будто он слышит голоса, которые произносят его имя. Это были голоса 3 самых дорогих ему людей. Как же он обрадовался! Он призывно залаял и лаял до тех пор, пока его не нашли. «Честер, где ты пропадал? Мы так тебя искали! Пошли скорей домой, как же мы по тебе соскучились!» Все 3, и папа, и мама, и девочка, так крепко его обнимали, что он сразу согрелся и почувствовал себя счастливым. И зажили они как прежде. Только теперь все было иначе. Все 3 наперебой заботились о маленьком песике. И на прогулку его отныне выводили даже не 2, а 3 раза в день. Честер снова обрел свой дом, а главное, отныне он знал, что в этом доме его любят, и ему уже не хотелось никуда отсюда уходить.